Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямой эфир, Пламен Пасков на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую летнюю, жаркую, зато очень любознательную аудиторию. Всем большое спасибо, что ставите лайки, за то, что следите за всем происходящим. У нас, конечно, весь фокус на похоронах Грэма и то, что будет перед похоронами Грэма. А это исключительно ситуация встречи между Трампом и Зеленским. Причем интересно, что заявлено официально это поиск путей урегулирования. А это как бы не хухры-мухры. В общем, ввиду этого опрос нашего сегодняшнего эфира, он звучит следующим образом. Вы вообще как считаете, Трамп, он за войну или за мир? Варианты ответов: за мир, за войну, за деньги или за Нобелевскую премию мира. Вот такой опрос перед встречей Трампа и Зеленского. Как вы бы ответили, Пламен, и как вы оцениваете соотношение сил, сторон, политический, военный, экономический, ну и социальные аспекты перед этой встречей? Насколько она будет ключевой? Кстати, вы очень правильно сформулировали, что похороны Линдзи Грэма – это единственный только повод, а дальше это встреча. Причем это не встреча, а встреча, которая длится несколько дней. Как это нужно назвать? То ли конференцией, то ли сходняк, то ли вы скажите, какое более правильное слово. Оно далеко не исчерпывается каким-то там похоронами и каким-то там отдать почет вот такому человеку, как Линдзи Грэму, тем, которые считают, что его нужно почитать. Вот так. Из ваших вопросов я склоняюсь к тому, что Трампу нужны не один из ваших 4 ответов, а минимум 2, а то и 3. Бабки ему нужны, премия ему нужна, и мир ему нужен ровно настолько, насколько извлекать вот эти бабки. А война ему тоже нужна ровно настолько, насколько там военно-промышленный комплекс Соединенных Государств Америки неплохо подрабатывает, неплохо зарабатывает. И это его настоящие начальники. И там, заметьте, на эти осцилляции, да, нет, будет война, будет мир, будет перемирие, на эти биржевые индексы их семейка официально пока что заработала более 600 миллионов баксов. Не то, что там клуб триллионеров либо миллиардеров, слушайте, вообще-то неплохо. Пенсионный фонд такой приличный, уже не абонент социальной помощи, что называется. Так что аспекты, давайте по-серьезному. Я думаю, что они там будут обсуждать как раз именно смену власти Украины. По той простой причине, что совершенно очевидно, на мой взгляд, без необходимости оптических усилительных приборов, очевидно, что Зеленского готовят к тому, чтобы он передал эстафету максимально аккуратно, без шума, без гамма, без сопротивления, без пертурбаций и без каких-то революционных действий. Кольца анаконды, которые начали сужаться времен пленки Миндича, а потом и, скажем так, Ермака, а потом все остальное и так далее, сейчас уже с выстрелом на первой линии, скажем так, в кандидатах, такая тоже специфическая, неординарная, но зато очевидная выборная кампания Михаила Федорова, это указывает как раз на то, что Зеленский, если ты согласился поменять Сырский, ты потерял минимум 20-30% своей власти. Это только первые 20-30% потери. В ближайшие несколько месяцев придется ему распрощаться с большей. И для того, чтобы он не сильно брыкался, вот эта встреча в Америке сейчас нужна для того, чтобы провести с ним образовательно-воспитательную, если нужно, и ликбезную там беседу, если нужно не просто беседа, а если нужно обучение. А если не хватает обучения, может быть и дрессура. Они умеют это делать. У Зеленского там есть некоторые немаленькие недвижимости, то есть то, что близко к сердцу ему, то есть, там, где золото, где кубышка ваша и так далее. Так что он человек не бесчувственный к этим там нажимам и к этим потерям. Это ключевые болевые приемы этого политического айки-джутсу. И у Зеленского есть только шанс и немножко вот так похлопать и сказать: я сдаюсь, белый господин, правда, пожалуйста, не шумите сильно, чтобы, там не позориться, ладно? Можно не позориться, можно я придумаю там какое-то другое объяснение. Так что эра Зеленского к концу 26 года
будет уже, ну, скажем так, либо по остаточному признаку, принципу, либо его больше не будет. Совершенно очевидно, что трансфер власти, в отличие от кремлевского, начался достаточно такими бодрыми, настоящими, широкими шагами и только в одну сторону. И Зеленский может с этим согласиться, либо может это приветствовать, либо может к этому относиться философски. Давайте разберем. Это очень интересная версия, ну, такая оригинальная, что прям Трамп начинает процесс замены Зеленского, и начнется это все на этой встрече. Эта логика в этом есть, но опять-таки исключительно умозрительно. Он же как, запрашивал 40 дней, кажется, да, Зеленский. И вот они истекают вот в понедельник, ну, то есть уже вот удары наносятся, это все продается, потом полетела скупка блогеров, весомых, маловесомых, вот это Лора приезжала, там, кстати, вышел материал о ней на Политико, говорят, что вот эти вот магаисты, Америка Фёрст, которые как бы, ну, до последних, ну, наверное, последний год уже не так, но до этого времени ядро электората Трампа, они как-то не очень оценили ее переобувание в полете, этой Лоры, и пишут о том, что как-то, ну, за долю малую, за денежку хвалить Зеленского, ну, как-то не очень красиво у нее получилось фотографироваться в ахметовских детеках, в касках, да, и ходить там посещать руины, развалины, брать интервью, где задаются вопросы: ты нацист? Он говорит: нет. Кокос нюхал с Макроном, говорит: нет, ну это не очень красиво. Но деньги сумасшедшие на это были выделены, причем она не одна такая. Есть внутри Америки тоже, есть там тоже разные блогеры, которым тоже отстегнули, и они сказали: елки-палки, мы так видели коррупцию, мы видели ужас этот, который в Украине происходит, но мы теперь поменяли свое мнение. То есть работа... Шон Пен, Анджелина Джоли тоже не за бесплатно приезжали, правильно? Работа проведена колоссальная. Плюс даже в сторону Ирана полетел дрон, атакуя, ну, вот эти, вот по Каспийскому морю, да, вот этот инцидент, который сейчас обсуждают третьи сутки, и реакцию Ирана. Это ведь тоже сделано для Трампа. Это конкретно для Трампа, мол, смотри, Трамп, я тебе пригожусь. Там пригодится воды напиться. И вот эта проработка нам говорит о том, что из тех вариантов, которые вы перечислили, скорее всего, будет борьба. Борьба за Трампа, за расположение, за поддержку, и никто уходить и складывать полномочия, тем более отдавать их кому? Каким-то там картонкам, Федоровым никто не собирается. Не для этого песня писалась. Если так, то как война будет происходить дальше? Смотрите, здесь, ну, вы уже, да, взяли быка за рога, что называется. Здесь нужно учесть несколько факторов. Картонку делает не Трамп. Картонку делает Демократическая партия США, то бишь глобальные бангстеры. А почему, с какого перепуга внезапно они стали занимать, либо менять, скажем так, позицию по поводу Украины и по поводу Зеленского персонально? А это просто потому, что Зеленский позволил себе несколько вообще непозволительных вещей. О чем речь идет? Во-первых, вы только что сказали о том, что он дразнил гуся под названием Иран, а Иран действительно уже обладает достаточными, минимум пару-тройку из их моделей ракеты спокойно достают Украину, а это уже достаточно такое сильное усложнение, но в этом это не самое главное. Более главное это то, что Зеленский наносил удары, и то 4 раза, причем это не первый месяц, в марте такое было, сейчас в июле, в прошлые годы тоже было, уже даты не вспомню, по КТК, Каспийскому который транспортирует там... не конфигурация, как это называлось-то, господи. Ну, коротко говоря, по одному из главных, скажем так, одной из главных ниток, которая экспортирует нефть и газ из Казахстана. Там Chevron персонально владеет 15% из этого инфраструктурного сооружения,
и обладал 50% из концессий в Казахстане. То есть это удар по интересам Шеврона. Шеврон входит в группу, которая по сути является частью группы там триллионеров, то есть конфигурации триллионеров. Так что то, что Зеленский сделал, это уже совсем берега потерял. И очевидно, беседы уже недостаточно эффективны. Очевидно, будут его конкретно менять. Поэтому то, что Трамп это типа республиканец, а картонка – это инструмент демократической партии США, есть случаи, причем немалые, когда в внешней политике США интересы демократов и республиканцев совпадают удивительным образом. Вот Каспийский трубопроводный консорциум, вот это название. А глава Шеврон Майк Вирт после атаки без экипажных катерей на 4 танкера, включая судно, зафрахтованное американские компании, поспешил к Трампу, так как после этого были ограничены отгрузки по КТК, что вынудило Казахстан сократить добычу. К тому же, еще раз напоминаю, Шеврон владеет 15% КТК, Каспийский трубопроводный консорциум, и 50% крупнейшего нефтяного месторождения Казахстана Тенгиз. То есть Зеленский наносит удары прямиком по абсолютно американским, британским и глобально вот этим клуботриллионерских, скажем так, интересам в регионе. Это уже не вопрос только России. Британцы, подождите, британцы не пикают. Смотрите, какая хорошая встреча произошла днем ранее в Британии. Прямо на авианосце, с почестями, красиво все. Как расплывался новый премьер Британии в речах. Говорит, поддерживать Украину будем, никуда не денемся, и технологии передадим. И вообще мир, дружба, жвачка. Как это? Украина, це Британия и так далее. То есть... Понятно, что Токаев, когда сказал Путину в глаза, что, мол, что как бы, давайте замораживать все трясущимися губами, он это сделал исключительно в интересах вот этих товарищей, интересах тех людей, тех компаний, о которых вы говорите. Ведь давайте честно, там же все ж помнят, да, когда развалился Союз и на нефтяные месторождения Казахстана заходили компании транснациональные, в том числе британские, американские, да, Shell, Chevron, у них был льготный период такой достаточно хороший, 20 лет, по-моему, им выделялось, если мне не изменяет память, на то, чтобы как бы добывать и чего-то там вкладывать в экономику. Вот они чего-то там вкладывали. То есть конкретно власть подвязана, зависима от британских и американских. А еще с недавних пор, конечно, китайских. Поэтому такое положение сложное. И ему бы, конечно, это все как бы прекратить. Но ничего не прекратили. Раз. И КТК опять запустили вчера. Два. То есть вопрос точечно решился. Надолго или нет, непонятно. Но параллельно с этим украинское Черное море становится как бы гиблым местом. Суда, которые туда идут, приходят в украинские порты, атакуются. Соответственно, никто особенно уже кататься и перевозить в грузы не горит желанием. То есть мы имеем вот такой паритет. До этой встречи, буквально вчера, позавчера, разгоняли историю с неким воздушным перемирием как вариант того, что можно точечно, вот так вот, в рамках управляемой войны, вот к чего можно добиться. Послушав Путина вчера, позавчера, в Адмиралтействе в Петербурге, вчера он там на награждении выступал, как вы думаете, придут к чему-то похожему? Вот как во времена Байдена, когда запрещают бить одним туда, другие не бьют сюда, или все уже слетело со стоп-крана и несется в пропасть тотальной войны? Вы обрисовали интересную картину. С частью из этой картины не то, что не согласен, но у меня есть немножко другой взгляд. Конечно, я могу ошибаться. По поводу того, что вы говорите, Британия переподтверждает свою поддержку Украине. Именно так. Но они не переподтверждают свою поддержку Зеленского. Это очень важно. Почему? Потому что вот эти интересы, как вы правильно заметили, это удар не только по американским, но и по британским интересам. Раз. Во-вторых, казахская элита, она процентов на 80, если не на 90, не в Китае, не в Америке, а в Великобритании. И большая часть из всех, скажем так, недр Казахстана, в том числе и уран,
а после государства-континент под названием Австралия, именно у Казахстана есть самое большое количество урана на планете, не помню там сколько, там 30 или 40, ну, кроме как Австралия, еще раз уточняю. То есть Казахстан обладает достаточно таким большим удельным весом, и британцы действительно там рулят. Британцы действительно этим занимаются, и я уверен, что смена Зеленского с британцами полностью согласована, и они, заметьте, когда идет сейчас вот это картонка, которая будет до 18 августа, по крайней мере, так заявлено. Посмотрим на вот эти летние жары, насколько останутся, скажем так, мотивы для этой молодежи выходить в таком достаточно большом количестве городов Украины, там под 12, под 15 из больших окружных городов везде это происходит. Британцы ничего не говорят, что, слушайте, ну что это за Майдан? Ну какой там Федоров? Ну, потому что у британцев есть свой кандидат на президент, а американцы готовят своего кандидата. Американцы готовят Федорова, британцы у них Залужный, дрессированный, уже подготовленный, что называется, очень, очень британский. Так что смена Зеленского, на мой взгляд, и постепенное погашение количества функциональной власти его, неформально, именно реальной функциональной власти, это процесс, который согласован между обеими берегами Атлантики. Я в этом вообще не сомневаюсь. Они не занимаются защитой, они не занимаются поддержкой Зеленского, они не лоббируют за «оставьте Зеленского в покое» перед американцами. И как они это не делают шумно, так, я уверен, они не делают это и другим образом. Еще раз, просто потому, что их интересы... Я не хочу как бы там опровергать, не бьется. Цитата Бернем, который вчера на встрече с Зеленским. «Мы полностью поддерживаем Украину. Я лично поддерживаю вас на 100%, господин президент». Они вдвоем там стояли. И он это все зачитывал. «Я выполню все обязательства, которые эта страна взяла на себя перед Украиной в полном объеме». Ну, не похоже на слив Зеленского. Они публично никогда это не говорят. Британцы никогда об этом ничего подобного не говорили. Когда они завоевывали, скажем так, Аравистан и Ближний Восток и другие, они Лоуренса Аравийского туда отправляли, они работали агентурой, никогда прямиком они об этом не говорили. Почти вся арабская элита, особенно монархи Персидского залива, они не в Америке учатся, они все в Британии учатся. И у всех у них, скажем так, в качестве коммерческих директоров, директоров финансов и других во всех этих больших компаниях Сауди Арамку, либо там другие кувейтские, катарские и Объединенные Эмиратские, рыжие, веснушные, розовые британцы этим занимаются. А так шейх, владелец всего, а так шейх разговаривает, а так шейх публичное лицо. Ну там всем правят британцы. Проектованные британские, страховки британские, правила британские, законы британские, финансовая и монетарная система британские, расценки и организация всего там британская. Там больше Британии, чем уже в Лондоне, потому что Лондон, мягко говоря, сильно поменял свой цвет. И не только цвет, но и много чего другого. Лондон, Бирмингем – это отдельная песня. Поэтому то, что он говорит ему в лицо, я лично вас поддерживаю, это протокольная любезность. По факту, если он его поддерживал, было бы какое-то, ну скажем так, как на поле боя, постоянно британские и американские интересы в Украине, постоянно, ну, не то, что ругались и воевали искренне и лично, но по косточкам они пинком так постоянно друг другу подавали. Но здесь уже решение принято. Если где-то как-то будем усваивать эти недра, этот Зеленский больше нам не нужен. Тем более он уже неуправляемый. Даже вам скажу, у меня перед глазами в феврале он это сделал, удар по КТК, потом это были в марте и в апреле, а сейчас в июле. 4 раза с февраля по июль 2026 года он наступил на хвост и британских интересов. А зачем британцам такой, понимаете ли, местный там главарь, которого они воспринимают с кольцами в носу и с палочками в ушах. Да, у него там европейный вид, он даже одевается почти как европеец. Для них все это как эти самые, местные туземные главари, не более чем, которые продают... Смотрите, тут же как, помните вот это выражение из «Белое солнце в пустыне», там, кто там, господин назначил меня любимой женой. Тут же очень интересный момент. Все очень кучно пошло. Удар по иранскому судну. Иран говорит, будем отвечать.
Это в интересах Запада. Ну, это, ну, или попытка сыграть в этот интерес Запада. Но это такое, это как бы провокация, кто-то говорит мировая война, Иран говорит, что как вот, ну, в общем, то есть расширение конфликта, все дела. Однако, если бы только это, тут внезапно Аль-Джазира передает, советник по нацбезопасности Ирака, не Ирана, Ирака, Касим Аль-Абуди заявил, что Украина нарушает суверенитет Ирака. Власти сообщают о задержании в стране групп людей, которые работали на Украину и атаковали государственные объекты. Он рассказывает, этот советник, что с Украиной, в общем, ячейки держат связь на территории страны. Цитирую, одна из наших разведывательных групп, занимающихся анализом разведданных, пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в Ираке. Мы задержали ряд группировок, обстрелявших несколько объектов на территории Ирака, и в ходе следствия они признались, что работают в интересах Украины. Смотрите. Во-первых, надо поговорить о том, а что это за интерес Украины обстреливать государственные учреждения Ирака. А во-вторых, ведь это же то, ради чего и нужна вот эта Украина. Группы, ячейки, там где-то дроноводы, где-то еще, все как бы... Это вот завтра или там сегодня встретятся сейчас Трамп и Зеленский, там поменяют Зеленского, не поменяют Зеленского. Ну, просто закончится война в Украине. Все. То есть поставили точку, восклицательный знак, никто не стреляет, все закончилось. А вот эти группы на Ближнем Востоке, где-нибудь в Латинской Америке, где-нибудь в Африке, они будут возникать. Так это же и нужно британцам. Поэтому, конечно, Бёрнхэм будет поддерживать Зеленского. Так одно другому вообще не мешает, потому что после умиротворения вот эти высокие квалификации и, скажем так, воинские умения огромного количества людей, которые отвоевали с, можно сказать, с начала марта, либо с середины марта 22 года по 26 год, плотно, без никакого перерыва, и остались в живых, и, естественно, военное умение у них уйма, они везде будут в цене. Но еще раз, то, что он ему говорил, ну, я настаивал на свой тезис, понимаете. Почему? Потому что с кем не успел поругаться Зеленский за последние, меньше, чем полгода. Переругался с поляками по самое не могу. Только что наступил на интересы Турции в Черном море. С Турцией вообще, это черт возьми. То, что он наступил на интересы Ирана, это, что называется, Иран это дело отдельное. Наступил на интересы Америки, наступил на интересы Великобритании. Кто там, и Казахстана, там, скажем так, опосредственно, вернее, не опосредственно, а через Казахстана на вот эти там большие кадры. С кем он не успел переругаться? Вот эти дроны, которые заходят, которые валят на территорию Румынии, которые официально вынуждены говорить, что мы сбили российские дроны «Шахеды», фотографии не показывают, потому что у России «Шахедов» нет, и есть «Герани», а сбили они не «Шахеды» и «Герани», я уверен, сбили какие-то украинские дроны. То есть с кем они не успели, вот эти киевские 95-квартальные, переругаться. Поэтому с таким, скажем так, взбесившимся, таким не очень управляемым, уже не так удобно работать. Уже не так гладко и не так хорошо дела идут. Тем более речь идет уже о другом типе процесса. Если будет прекращение огня, нам нужен человек, который будет заниматься управлением процесса восстановления некоторой инфраструктуры, некоторой логистики, некоторыми там банковскими услугами для того, чтобы мы извлекали то, что мы хотим. А вот это, что ли, нам будет это гарантировать? Да не в состоянии он это сделать, очевидно, уже. Поэтому я настаиваю на своей тезе, что замена Зеленского согласована и, скажем так, роют копытом и готовятся к этому старту, как минимум Залужный и Федоров, скорее всего, запустить еще парочку-троечку состязательных коней, которые должны просто быть фоном для этих двух фаворитов. Вот примерно вот так. Хорошо, а как тогда сложится судьба Зеленского? С чем? Судьба Зеленского как сложится тогда? Судьба Зеленского – это будет материалом для фильмов, для хороших триллеров, для романов, наверное, потому что потом она будет драматической. Она может быть с элементами комедии, в чем я уже сомневаюсь. Думаю, что комический
этап его судьбы уже в прошлом, он уже зафиксирован и вряд ли повторит, хотя там талант у него действительно безмерный, я без иронии это говорю, и у него невероятный комический талант, но тем не менее ничего с этим не поделаешь, вода утекла. И это будет и драматическое, и трагическое. Трагическое для ближайшего его окружения, а для многих и украинцев, и других по всему миру, они встретятся с облегчением финала судьбы Зеленского. Я уверен, что он вряд ли закончит свое, скажем так, пенсионное существование в каких-то достойных лет, под какими-то пальмами там, в Майами-Бич, где будет диктовать каким-то журналистам свои мемуары, которые уже подписались с какими-то паблишерами, издать где-то в пол или 1 миллиона тиража для того, чтобы, видите ли, вот этот кладезь знаний вот этой эпохи. Как раз именно этот кладезь знаний этой эпохи им очень не нужен, потому что он такое может вообще. Американцы, когда увольняются из своих должностей, там, что политики, что генералы, что пентагонус, такое начинают нести, что ужас какой-то, а чтобы позволить ему тоже рот раскрыть. Рассказывать, как они там с ними договариваются, что они делают. Как это? Нет, Зеленского не знаю. Я на месте Зеленского поискал бы себе местечко в Латинской Америке. Сменой внешностью, там, по примеру Гитлера, поговаривают, что он именно так поступил под финал своих дней, или, вернее, под финал своей каденции в Берлине. И если Зеленскому хватает ума и смелости, современные технологии вычислят, черт возьми, как он туда, не знаю. Судьба Зеленского такая, что я ему не завидую. Печальная будет судьба Зеленского, печальная, по-другому никак. Долго ждали поляки и сегодня отреагировали на слова Путина о том, что так или иначе Польша примет участие Польша, Румыния в разделе Украины. Это он сказал на выходных в рамках общения с адмиралами в Адмиралтействе. И вот вышел представитель МИДа и говорит: нет, это Путин так ссорит союзников. Есть ли, если вот план и то, что вы на чем настаиваете, что Зеленского поменяете, есть ли связь между вот этим разделом и, скажем так, трансфером власти, давайте так культурно, политологически назовем этот процесс? Это, скорее всего, на мой взгляд, параллельные процессы, вряд ли они имеют что-то функционально общее, просто потому, что эти слова Путина, это действительно, во-первых, были адресованы для внутреннего рынка в России, они были частично адресованы внешнему рынку исключительно украинскому, подразнить, что называется, или там смежные, соседние там с Украиной, для того, чтобы, на тебе так, что называется. То есть немножко позлорадствовать, что ослабленная вот этими процессами Украина будет не в состоянии сохранить свои государственные границы и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, не одобряю вот эти выходки Путина, потому что, слушай, ты заявил, что в конце концов демилитаризация, демистификация, денацификация, защита русских людей, где бы они ни были, русский язык, православную церковь и все остальное мы идем защищать. Тебе образования не хватает, либо советников не хватает, чтобы посмотреть на карте и на истории, где и кто являются самыми западными русскими. Самыми западными русскими являются русины. А где проживают на картах, посмотрите, эти русины? А русины проживают в Польше немного, в Украине, в Словакии, в Венгрии и даже есть некоторая часть в Сербии и в Румынии. Есть некоторые части. То есть, если ты хочешь сдавать вот эти западные окраины, это означает, что ты сдаешь самых западных русских, русинов. Рутения, там, как называли это в австро-венгерские там императоры, рутения для того, чтобы не сказать Россия, потому что специальный термин для этого придумали. Как называется самый западный населенный пункт Украины, который контактирует из Львовской области с этой трассой большой, которая там в сторону Жешува? Называется она Раво-Русская. Не называется Раво-Украинская, не называется Раво-Галичинская, не называется Раво, не знаю как, например, там Польская. Называется Раво-Русская, черт возьми. А это единственный топоним с этим, скажем так, дополнительным определением, там, словом «русское», там, в регионе. Да далеко. Подождите, есть же нарратив, в принципе, об этом-то и заявление Путина, что присоединение после Великой Отечественной войны этих территорий – это ошибка Сталина. Вы так не считаете? Естественно, не считаю. Сталин, кто, а Сталин
чтобы Путин учил Сталина, когда он делал ошибки, это как-то, не знаю, чумазик высмеял, грязнули. Даже хуже, что называется. У нас есть даже такая пословица. Сталин сделал это из соображений безопасности, потому что, в конце концов, после того, как ты заплатил 27 миллионами человеческих жизней, из которых только под 9 миллионов военных потерь, а все остальное это мирное население, обязательно нужно построить пояс безопасности. Именно для этого создавался Варшавский договор, а Варшавский договор создавался после создания НАТО, так на минуточку, и именно в ответ на НАТО, НАТО врут, что они были сделаны для того, чтобы противостоять Варшавскому договору, когда НАТО создавался, Варшавского договора не существовало, можете проверить. Так вот, Сталин сделал из страны, которые будут уже, скажем так, дружественны и в одной системе работать, для того, чтобы следующий Драхнахт Остин, следующий план Фридриха Барбаросса какого-то другого века, либо какого-то десятилетия, ну, не было таким разрушительным и уничтожительным. Поэтому забрал он эти земли. Слушайте, если он это взял у Польши, скажите, пожалуйста, а как выглядела карта Польши, скажем так, с 20-х по 40-х годов 20 века? А как выглядела карта Польши к 45 году? Не кажется ли так, что благодаря Сталину Польша восстановила огромную часть своих земель, причем в том числе за счет и других стран и народов, ну, немцев в конкретном случае там. То есть, если он, Щечеть я имею в виду, если он восстановил максимальное количество польских земель. Были ли какие-то претензии у Польской Народной Республики, которые я прекрасно помню, какие были отношения, как поляки к русским относились, как русские к полякам тогда относились, и на институциональном, и даже, если хотите, на бытовом уровне. Почему я настаиваю, что и на бытовом уровне? Потому что на Болгарское Черноморье каждый год постоянно приезжали отдыхать туристы не только Советского Союза, но и из Польской Народной Республики. И они на пляжах общались. Я видел, как они дружили, я видел, как они относились друг к другу. Это не формальное официальное политическое общение, это человеческое общение было, совершенно нормальное. Поэтому, если у поляков есть какие-то претензии, давайте еще небольшой такой исторический ликбез. После того, как закончилась Великая Отечественная война, по этой границе между Советским Союзом, именно по настаиванию Сталина и Польской Народной Республики произошел обмен населения. Потому что то украинствующее жидобандеровское, или там, как его называют сейчас кремлевские пропагандисты, ну, скажем так, галичанское население, которое осталось на территории Польши, было понятно, что им головы оторвут от поясницы, не меньше. А то польское население, которое оставалось на территории Советского Союза в этом районе, опять же, в Галичине, потому что все там рассеяно было, местные, те, которые оставались, Сталин воевал с этими там лесными братьями до 1956 года, то есть не Сталин, а даже до 3 года после смерти Сталина продолжали заниматься вот этим неприятным действием. То есть для того, чтобы они не продолжали заниматься резней и создавать очаг напряжения друг к другу, произошел обмен населения для того, чтобы утихомирить и умиротворить, потому что страданий, смерти и убийства в этой войне, в этой там междоусобице было уже более чем достаточно. Так что у поляков могут быть какие-то исторические, скажем так, желания, но там польского населения уже нет. И у украинцев есть некоторые там замашки, что, ну, слушайте, ну, с другой стороны границы, ну, это же практически, ну, это самое сведомое, может быть, нет, как они сейчас на Курскую область, там, на Воронежскую, там, вообще-то замахиваются, на Ростов, это типа Украина, Великая Украина, ну, почему Ростов? Ну, давайте до Камчатки, вообще-то, что мелочиться? И я тоже думаю, что до Камчатки и до Владивостока это было бы лучше, в конце концов, и сделаем референдум для того, чтобы проголосовать. Почему это все всерьез набирает вот эти обороты? Вот эта вся история. Я вот смотрю, и ну, уже всем, как бы, нормальным, всем людям уже понятно, что да не будет никаких границ 91 года. Ну, объективно это невозможно. Силы, средства, то есть, ну как, я не знаю, что должно произойти. А все равно этот, как бы, нарратив проталкивают. Сейчас же очень сложилась такая опасная ситуация. Все говорят об ухудшающейся зиме, о том, что будет очень тяжело, о том, что, в общем, готовьтесь, украинцы говорят. Выходят там премьер, говорит, я недоволен. Новый премьер, вот, без году неделя, вот он. Говорит, я недоволен, как готовы к зиме. Так тебя что это мы назначали, чтобы ты готовил, готовь.
Ну, то есть странные какие-то моменты, посылы, то есть, да, там Кличко выходит, говорит, не готовы, государство денег не дает по поводу Киева. А, Сейчас очень тяжелая ситуация с ПВО. Прошлой ночью был обстрел Киева, да? Кто-то что-то где-то куда-то, куда попали, что попали, по всей видимости, туда, куда хотели. Ну, что-то, может, частично сбили, потому что там и дроны были, и еще, ну, то есть, да. И проблема с ПВО, она же острейшая. И вот эти крики там Штиллермана, что мы сейчас осенью будем бить по Москве баллистикой, а россияне, бегите, закрывайте там свои счета, снимайте деньги, уезжайте. С Крыма уезжайте, а подальше от Валберес и Озонов держитесь. Это ведь зачем? Это определенный цыганский гипноз. Вот сейчас какая ситуация? Вот конкретно. Трамп предлагает Путину закончить войну. Показательный был вот этот момент встречи при ООН, да, там представители при ООН, и там выступление американского представителя, вылетела фамилия из головы. Ну, он говорит, Америка же предлагает, давайте заканчивать, давайте заканчивать. И вот условно, Путин говорит, окей, заканчиваем. И дальше идет по сценарию, там, который вы описали, да, со своими там спецификациями. А если Путин скажет нет, то кабами уже бомбят Одессу, порты. Что это такое? Ну, то есть, чтобы все понимали. Это самолет летит, он подлетает на расстояние, его там удлиняют, это расстояние, чтобы закрыть возможность ударов ПВО. Короче, мы вполне себе при таком развитии событий доходим к периоду в воздушной войне, когда самолеты Российской Федерации могут спокойно залетать глубже на территорию Украины, сбрасывать вот эти кабы, фабы или там другие вооружения на мосты, электростанции. То есть оно так органично происходит, это война, да, потому что нечем сбивать, нет снарядов для ПВО. Ну и вот так вот это все и происходит. Поэтому сейчас очень нужно это воздушное перемирие именно украинской стороне, чтобы Запад смог там подлатать дыры в пробоинах ПВО, экономике, военной экономике. Сейчас очень нужна эта пауза. Острейший момент. А вот и от этого вот эти крики все, даешь границы 91 года. Вот тут же главная интрига. Пойдет Путин или не пойдет на эту паузу? Вот же в чем основная задача. Но то, что если условно скажут, окей, продолжаем воевать, Зеленский уже четко дал посыл, что вот эти все ротации, которые вы связываете с транзитом власти, ну, имеется в виду полностью новый Кабмин, полностью военное руководство, глава Генштаба Дропатый, это чтобы было единство. Зачем нужно единство? Чтобы еще больше ловить и отправлять на фронт. То есть планы у них есть. Больше нагребать людей, выбить какое-то точечное перемирие, подлатать, потом сорвать это перемирие и продолжать воевать. Вопрос только сейчас заключается в том, пойдет ли Россия и какой у России план. Как вы относитесь к теме, которую запустил Зеленский с мобилизацией в России? Если это соответствует действительности, ну тогда как бы все понятно. Зеленский дальше у руля, Украину дальше бомбят, на бегу, на скорую руку пытаются это все прилепить, доделать, допоставить, доклепать в Европе, отправить в Украину. Американцы тоже как бы заинтересованы, тоже будут продавать оружие. Как Трамп сказал, я не знаю, я НАТО продаю оружие, а куда они там дальше, я без понятия. Это вот мы, европейцы, покупают, все нормально. И дальше всех это будет устраивать. И получается у нас ждет адская осень, дефис зима. Дефис и следующий год. Ну, как я отношусь? Во-первых, я очень положительно отношусь к границам 91 года. По той простой причине, что 91 год это было 12 месяцев, 11 месяцев и 10 дней из которого границей Украины были границами Советского Союза.
И тем более 17 марта 1991 года был всесоюзный референдум, на который население, в том числе и Украинской Советской Социалистической Республики, в количестве, вернее, в процентном соотношении 73-77%, проголосовали за сохранение Советского Союза, не за развал. Так что границы 91 года 11 месяцев и 10 дней для Украины самое то, война прекращается, все всем, и никто больше не за что воевать. Просто не за что воевать. Раз. Как сейчас это будет сочетаться, знаете, с одной стороны, люди представляют себе немножко черно-белое, без никаких оттенков серого либо других цветов. То есть, если будет прекращение огня, чтобы оно было тотальное, чтобы было перемирие, чтобы оно было тотальное. И задают вопросом, хорошо, ты говоришь, что война продолжится как минимум до 1935 года. Правда, не я это говорю, а бюджеты и календарные сроки огромных больших компаний, которые там уже предприятия сейчас строят для того, чтобы производить для этого. И поэтому я уверен, что она будет. А как это сочетается с умиротворительным процессом, с эксплуатацией недр и всего остального? Да знаете, на самом деле недалеко можно посмотреть и ходить. Сирийская война, где участвовали 32 страны, и вообще-то резня была большой. Правда, называли ее гражданской, никакая она не была гражданской. С 2011 по 2024 или 5-й год это было, 25-й год, по-моему, ноябрь-декабрь это было. За это время война продолжалась, и резня, и военные действия продолжались на весь этот период. Правда, с разной интенсивностью, но они продолжались. Но на левый берег Ефрата, где находились 70 с чем-то процента из газовых и нефтяных ресурсов Сирии, там, где плотина Тапка на Ефрате, которая являлась главным водохранилищем, скажем так, всей Сирии, там, где провинция Хасаки, северо-восточная, это житница, то бишь чернозем, то бишь зерновые, там, которые выращивались для всей Сирии, все это... Там все нормально работали, и там военные действия не проводились, и западные, американские, германские, французские, британские, любые другие компании из этих там специфических, скажем так, активистов добывали все, что им нужно, транспортировали логистически, хоть внизу по Эфрату до Басры, либо через эти логистические нитки из района Мосула к турецкому порту Искендерун, куда грузились на подходящие танкера, и извлекали все то, что им было нужно. А эти 70%, правый берег Ефрата, территории Сирии, я имею в виду, где проживало более 70% населения, они оставались без денег, без энергии, без воды, без зерновых, и было непонятно, как их кормить, и вообще-то как все это содержать, и даже как воевать. То есть с Украиной и с Россией сделают то же самое. Реально будут перемирия, будет умиротворение, будут такие оазисные, зеленые, защищенные, не военные зоны, где им нужно. Во всем остальном эти бюджеты, эти календарные сроки будут работать ровно так же, как, еще раз указывал пальцем на Сирию, потому что она достаточно более-менее известная нашей аудитории. А можете посмотреть и на Суданскую войну, можете посмотреть и на Давайте спорить. Вот сейчас Украина логистически отрезана от Черного моря. От Черного, да. Возникает вопрос важный. А в чем тогда ценность? Ведь нам же, помните, и многие аналитики, и очень часто еще там, когда, помните, карты у Герасимова увидели вот эти на стене, да, специально показали в Генштабе вот эти все вещи, все же говорят четко, что Украина не представляет такой ценности без выхода к Черному морю. Это говорят и украинские аналитики, и там, пропагандисты даже говорят. Это говорят западные какие-то там мужи. Это, в принципе, понятная история. Вот сейчас она отрезана. Потому что суда не ходят или ходят, но очень, очень аккуратно, и то там уже там одно потопили судно, и много очень поразили судов, причем там, конечно, наворачивают по статистике, и украинская сторона наворачивает, там 80, 120, 180, там судов столько нет, в принципе, сколько они там пишут, вот эти мадяры и все остальное. Ну, хорошо, то есть и с российской стороны тоже. Я думаю, что 10-1.5 объективно мы можем оценить, что вот поразили за не 50, то есть, да, потому что, дураков нет. Неважно. Но логистически уже отрезано.
Соответственно, в чем тогда ценность сейчас для Украины? И, опять-таки, нет там зеленого острова, оазиса, как вы выразились, безопасности. Его Пока сейчас нет. Пока нет. Пока нет, да. Потому что перемирия нет, потому что прекращения огня нет. Смотрите, здесь происходит достаточно... Я прекрасно понимаю ваш вопрос, поэтому вчера мне попались достаточно интересные материалы. Не буду сейчас их читать подробно. У вас, наверное, еще много вопросов. Но суть в том, что и та, и другая сторона, ну, в конкретном случае российская сторона, очень аккуратно подбирает, куда и как бить. То есть, бьем по АЗС, бьем по машинам, которые груженные топливом, ну, не бьем по этим там нефтяным базам, которые прекрасно известны, стационарные, больше, чем АЗС, по размерам и по масштабам, то есть более удобная мишень, меньше по количеству, то есть быстрее можно их уничтожить, а их не трогаем, бьем по хвостам. Мало того, оказывается, что значительная часть из русских ударов пришла вы, наверное, не поверите, для меня это было сюрпризом, на базы и на фуры с растительным маслом. Как будто дроны летают на масло оливковое, либо масло подсолнечное. Чем им это не угодили? Когда бьешь по этим там растительно-масляным базам, это тоже говорит так смачно, красиво, ярко. То есть пропагандистская картина. Смотрите, что мы сделали, что называется. А вот по сути... С какого перепуга стали воевать именно с маслом? Когда все остальные, и вы говорите по поводу Одесский порт, в Одесском порту они действительно бьют по определенным кораблям и по определенным... Но главную часть инфраструктуры, он огромный, кстати, я там был, в Одессе в ресторане, правда, был, но вот там была видна панорама всего этого Одесского порта, потому что он на набережной такой высотный, не помню, как его называли, туда ходили, то он огромный. То есть по самой инфраструктуре, которая будет нужна в ближайшее время после того, как, грубо говоря, тумблер будет переключен на другом режиме, это не бьют. Бьют именно по конкретным точкам, которые несложно потом восстановить и которые не имеют, скажем так, решающее функциональное значение. Краны, по-моему, они там на месте. Вот эти все бетоновые и другие ЖД-узлы и все остальное там, что разгружается, практически без потерь. А вот по определенным кораблям, для того, чтобы даже и заминировать могут, да, могут. Но структуру мы бережем. Потому что вот большие сахибы сказали, вот это не бить. Почему большие сахибы против того, чтобы, как вы спросили по поводу дальних ударов, то есть хотя бы мораториум по поводу этих ударов навести, дальневоздушных, военно-воздушных ударов дальнобойных. Ну, им эта база тоже будет нужна потом. Именно им это будет нужно. Помните, Байден тогда придумывал оправдание и объяснение, что, ну, типа, это вызовет какой-то всплеск мировых цен на нефть. Правда, он, конечно, лукавил. Но у него мотивы были абсолютно те же самые. И вы говорите, ну, там Украина сейчас заблокирована с Одессой, карта Герасимова. А какая разница? Как для Трампа и клуба триллионеров американских, либо для правого и левого берега Темзы, особенно для левого берега Темзы, чья будет формальная временная юрисдикция над Одесским порту? Украинская? Так у нас есть 100-летний договор. Или российская? Так у нас Путин все это предлагает. То есть, неважно, какая будет юрисдикция всех этих ключевых мест. Для них главное, чтобы стороны дошли до момента, когда будут не воевать там, где нужно, и будут воевать там, где нужно. Вот. А где нужно? А нужно везде, где это не логистические, не, скажем так, инфраструктурные объекты, где они будут извлекать недра. Ровно так же, как и в Сирии. Хорошо. Подождите, Пламен, я хочу тогда эту причинно-следственную связь. Смотрите, год, по-моему, да? Да, год. Украина вышла из этой зерновой сделки. Это признавали украинские эксперты по экспорту сельхозпродукции, ну вот, в украинском эфире, телевидении. Потом эту быстренько девочку уже никто не стал приглашать после того, что она сказала. Украина сама называет удары по НПЗ не военной необходимостью, не удары по Wildberries, не вот этим маркетплейсом, потому что там продают тактические перчатки, очки, и, в общем, волонтеры там скупаются, и военную продукцию, а называют это нашими дальнобойными санкциями. То есть
экономический удар. Конкретный, четкий экономический удар. Получается, очень интересная картина. То есть вы говорите, что все, ну там условно договорено, вот там, тут воюем, тут рыбу заворачиваем, но как-то воюют, простите, ну, за этот год уже, видите, как все поменялось, и цели как поменялись. Получается, что вот где оазисы, хорошо, примерно понятно, а где не оазисы? На территории России, получается, тоже. С вот этими всеми озонами, валдберрисами, которым угрожает Штиллерман. Слушайте, ну если посмотрите на нынешнюю линию фронта, которая длится, ну, примерно около 1500 километров, плюс-минус, там некоторые говорят 1700 с чем-то, другие говорят чуть меньше, не суть, не буду сейчас спорить, вы заметите, что настоящие свирепые, тяжелые бои и военные действия происходят где-то из общей этой линии процентов от 5 до 7%. То есть, соответственно, ваш вопрос, а где будут воевать, а где не будут воевать, значит, остальная часть фронта имеются некоторые спорадические такие очаги, не более чем, а где действительно нужно, нажимают педаль газа по самой не могу, и там русские рубят русских, тоже как не в песне группы «Любе». Так что здесь будет по поводу оазисов и не оазисов абсолютно то же самое. Где им нужно, будут оставлять воевать. Как они отвоюют, тогда они придут и все равно будут забирать. Потому что все остальное там, ну, даже если считается каким-то фронтом, никто против другого стрелять не будет, и будут пропускать, и торговля будет идти там, где исламское государство, когда захватило, ну, процентов по 60-70% территории Сирии когда-то, ну, там, если помните, то в ней люди, там, которые владели русским языком, либо болгарским языком, есть там торговцы, которые все равно функционируют. Ну, грузы шли, пересекали эти границы, все равно Ближний Восток. Там эти грузы, потому что это турецкие, либо американские, либо какие-то другие. Мы воюем, а вот это пропускаем и там не стреляем. Еще один пример хочу вам дать, причем достаточно недавний, правда, опять же, такой не из наших краев. Сомалийские пираты. Они были ужасом для всех, ну, для тех, которых нельзя было. Они никого не трогали. Мало того, были готовы обеспечить персональный эскорт и безопасность и воевать с другими пиратами, которые не были в курсе, что вот этих грузов, этих больших операторов нельзя трогать. То есть, вот эта двойственность каждой войны. Второй мировой войны британцы, американцы нещадно бомбили предприятия, заводы, склады и все остальное Германии. Но многие заводы совершенно очевидные, очень важные, очень немаленькие, очень серьезные, их не трогали. И даже сами пилоты получали полетные задания с конкретной инструкцией. Вот это не трогать, не бомбить. Почему? Потому что там оказывались предприятия смешанные, либо откровенно британские, либо откровенно американские, которые продолжали работать до финала на территории фашистской Германии. Ну, так вот что на экране сегодняшнее, это свежее, мы в прямом эфире, поэтому как бы, только что в соцсетях появилась местных групп одесских. У берегов Одессы очередное судно поражено. Вот, пожалуйста. И еще один пример по поводу оазисов. Судно, не сам порт, судно. По суднам будут бить постоянно, да. По суднам. И еще один очень трагический, ну, опять-таки, кому как, я уже примерно понимаю. Появилось видео вчера вечером, как в Драгобыче, такие, ну, вот эти альтанки называются, беседки, да, вот эти. И там, в общем, компании там в одной беседке сидят, выпивают, шашлыки жарят, в другой жарят. И там вот были с Донбасса, там тетки, мужики, вот это все, пьяные все бзюзю. И там кто-то пришла и говорит, что вы слушаете русские песни? А те давай, и началось, короче, там долго, там, ну, вроде как разняли все, там, поснимали видео. Ужас, конечно. И вот по поводу там замещения населения, да, это же тоже очень интересная тема. Они говорят, мы приехали сюда к вам, мы у вас тут купили квартиру, у нас все разбомбили. Вот новость приходит, на Славянской ТЭС разрушили главную 250-метровую трубу. Все. К чему эта новость? К тому, что Славянской ТЭС больше не будет. Это критическая история для функционирования вообще ее в принципе. Ее бомбили до этого. Ну вот еще и трубу получается. Там критические повреждения. Все. То есть там получается не надо
ну, судя по вашей логике, чтобы жили люди, была ТЭС, было вот это вот все, то есть там бомбим, там сносим, там все под снос. Люди приезжают на Западной Украине, покупают какие-то квартиры, как бы ругаются с местными, говорят, наши воюют, они говорят, так и наши воюют, ну, имеется в виду, с Западной Украиной и с Восточной, у нас там два военных, у вас там в семьях военных, и ругаются по поводу там русской музыки и так далее. А получается, что их просто, ну, приговорили заранее, что на этой территории, ну, вот такой ТЭС с таким объемом выработки энергии, там, уголь, газ, там, их же там реконструировали. Короче, там такого объекта не надо. А кто ж это тогда эти планы выписывает? Ну, есть планы стратегические, есть планы тактические. А стратегические планы, что и где и как надо, пишут с обеих сторон Атлантика. А тактические планы, ну, местные могут и похулиганить, и где-то что-то нарушить. Если где-то что-то нарушит, мы в начале нашего разговора приводили пример с Зеленским, который 4 раза нарушил то, что нельзя было нарушать, КТК, черт возьми. С февраля по июля 4 раза. Ну Зеленский. Ты дружба течет. А дружба течет, да, вот так. И не только дружба течет. Я не удивлюсь, если и аммиакопровод работает. Не знаю, работает он или нет, но удивлюсь, если он не работает. Из Тольятти к Одессе, насквозь всей этой территории. Так что вот, если кто-то себе представляет фронт и все остальное как что-то герметичное, ничего там такого никогда не было во все времена и народы, во все войны, и Первой, и Второй мировой, и в этой войне. Это всегда так. Война – дело именно такое. Никак по-другому. Сейчас, например, в Газе есть кафешки, которые работают, а в Газе есть магазины, которые работают, и в Газе есть рестораны, которые работают, несмотря на все те разрушения, которые иначе нам показывают, как основной, чуть ли не единственный кадр Газы. Даже в Google картах можно зайти, посмотреть на, вот там, знаете, все торговые точки, попробовать, грубо говоря, заказать себе столики, там телефоны есть, можно связаться, можно это сделать. Люди, которые в Болгарии арабским языком владеют, даже специально там это проверяли, звонили, да, можете приехать, нет, не можете, потому что все столики заняты с 4 до 6, либо с 6 до 8. То есть война войной, разрушение разрушениями, смерть и страдания страданиями. А есть и такое, и 3, 4, и 5. Жизнь – дело такое, война – это часть жизни. А в жизни не терпит одну только смерть, разрушение и страдания. Всегда есть и другое. Поэтому здесь герметичности не будет. Наверное, это я хотел сказать. В дополнение ваших слов, простите. Да, друзья, значит, подведем итоги нашего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Тоже очень интересные, скажем так, вы задаете вопросы. Так вот, Трамп за мир или за войну? 5% считают, что за мир, 10% за Нобелевскую премию, 12% за войну, а 73%, ох уж это 73%, считают, что Трамп за деньги. Я думаю, что по-своему абсолютно все правы. Потому что мир нужен Трампу ровно столько, насколько можно извлекать и делать деньги. Так что мир в качестве входной ворота, причем мир, еще раз, очаговый, только что уточнили, мир будет. А вот остальное, 73% естественно правы. За бабки, за интересы, за ресурсы. Да. Никогда не было по-другому. Полностью согласен с Vox Populi, Vox Dei. Голос народа, голос Божий. Да, друзья, значит, перейдем к вашим вопросам. Всем большое еще раз спасибо, что поставили лайк. Это нужный такой ритуал для Ютуба. Я считаю, что абсолютно несложно. Пальчики вверх, проверьте подписку, пожалуйста, если подписка, и переходим к вашим непосредственно вопросам. Начнем с сообщества YouTube, потом переместимся в чат трансляции. Итак, значит, почему русские и украинские военные солдаты не понимают, что они проливают кровь и умирают за создание новой Хазарии, пишет Алекс. Ну, во-первых, я не уверен, что они не понимают. Я думаю, что многие из них об этом и догадываются, другие из них об этом даже знают. Но я сам по себе не уверен, что это будет проект действительно «Новая Хазария». Я помню и смотрел все эти передачи Игоря Беркута, Гарри Беркута, как он предпочитал себя называть. Они достаточно познавательные, интересные, такие любопытные. И есть определенная доза, наверное,
ну, скажем так, намерение планировщиков иудейского, скажем так, каганата. Ну, будет ли это суждено перетвориться, не знаю. Я припоминаю другого, скажем так, достаточно не просто популярного, выдающегося еврея 20 века, которому стукнуло 100 лет в 21 веке, Генри Киссинджер, который в 2012 год давал интервью Синди Адамс. Это было, по-моему, газета «Нью-Йорк Пост» или «Нью-Йорк Таймс». Не, «Пост», по-моему, это был. И заголовок этой статьи был: «Лет через 10 государства Израиль не будет». Лет через 10 это означало 2022 год, сейчас 26 год. Значит, если слова даже такого человека, который сильно выше по, скажем так, обзору с высоты птичьего полета своего и жизненного опыта своего, чем Гарри Беркут, он не то что промахнулся и ошибся, но вот, по крайней мере, по срокам он тоже не угадал. Так что, да, государство Израиль сейчас, по-моему, пересмертной опасностью, потому что в регионе есть только две государства, которые могут составить экзистенциальную угрозу государства Израиль. Это Иран и Турция. Но как все-таки карты разложатся, нам, наверное, предстоит посмотреть, а потом обсудить. Поэтому Да, сейчас... ну, там интересен визит и Нетаньяху тоже. Там же не только Зеленский. Мы так Зеленский у Трампа. Там Нетаньяху с февраля впервые встречается с Трампом, а у того действительно такой очень важный интерес, чтобы с Саудовской Аравией сорвать договоренности по мирному атому, чтобы туркам не достались F-35. Там прям очень интересно на фоне иранских событий. Сейчас вот это пройдет эта встреча. Поэтому тут как бы да, тут есть такой момент. Значит, Ким спрашивает. Добрый день, Александр Пламен. Вопрос гостю. Почему Болгарии не выйти из НАТО? Вы же понимаете, что в случае военного конфликта НАТО и России НАТО будет отправлять военных солдат из Болгарии, Румынии, Венгрии и так далее. А свой золотой резерв солдаты Франции, Германии, Великобритании будут хранить напоследок. По сути, поступят так же, как с Украиной. Заранее спасибо за ответ. Надеюсь, конечно, что такое не произойдет. Ну, я понимаю, что наш зритель Ким, да, его зовут, болгарским языком, естественно, не владеет, иначе он бы видел и знал бы, что в 2022 году коалицию партии, которую мы представляли, по моему личному настаиванию, мы назвали ее как раз именно так: «Вон из Европейского Союза и НАТО». Тогда ее зарегистрировали. Когда в этом году пытались ее зарегистрировать, уже больше нам такое не разрешили. Так что есть достаточно немалое количество болгар, которые не просто хотят выйти из Европейского Союза, не только из НАТО, но которые продолжают настаивать на том, что должен быть проведен референдум в Болгарии для того, чтобы мы с этим определились. Референдумы, которые хотят сделать по поводу оставаться или не оставаться и в Европейском Союзе, и в НАТО, есть и в Чехии люди, которые этим занимаются, политические партии, в том числе и парламентские представленные. Там есть такой кадр, который является Томио Окамура. Это председатель чешской националистической, то бишь самой ультрапатриотической партии. Томио Окамура, папаша у него японец, настоящий самурай. И Томио Окамура любит фотографироваться и в самурайских нарядах с катаной. Это главный чех, понимаете ли, Томио Окамура, без шуток. Он был постоянным кандидатом в президентах и так далее и тому подобное. То есть такие настроения, политически даже представленные, политически звучащие, есть во всех странах Восточной Европы. И не буду рассказывать по поводу остальных, там тоже много чего могу рассказать. Ласло Тороцкай, например, там в Венгрии, в Польше, в Словакии, везде одно и то же. Везде людям вот насочертело вот это НАТО и вот этот Европейский Союз, по самое не могу, потому что все прекрасно понимают, что они пользуются нами в качестве пушечного мяса и ресурсной базы, и мы на дне их пищевой пирамиды. Мы просто ресурс, пищевой субстрат для них. Мы не люди. Это все прекрасно понимают. Хочешь не иметь экономику, вступай в Евросоюз. Хочешь не иметь армию, военно-промышленный комплекс, вступай в НАТО. И дело с концом. Так что такие настроения есть. И да, он совершенно правильно сказал, что предстоящие военные действия нами будут пользоваться. И именно поэтому сейчас в Болгарии идет достаточно мощная волна протестов против нового правительства Румена Радева.
который врет, как дышит, вместо дыхательного процесса они постоянно врут. И обещал он, что американские самолеты, цистерны, танкеры, которые покинут аэропорт Софии, гражданский аэропорт, где вообще-то некуда, потому что это делает нас мишенями для Ирана, а иранские ракеты могут сюда добраться. А вместо того он сказал, а давайте мы 8 самолетов американских, я уже договорился с американцами, расположим на базу Безмер. Безмер – это болгарская база, вернее, не болгарская, американская база на болгарской территории. То есть поменять место, грубо говоря, целеполагания для иранских ракет. А раньше он говорил, что я хочу, чтобы этих самолетов на территории Болгарии вообще не было, потому что они представляют угрозы, на самом деле правда. И если я возьму власть, буду там премьер-министром, я этот вопрос разрешу. Вот так он разрешил. И сейчас протесты в Болгарии. Поэтому любые намерения... А, кстати, он говорил, мы ничего давать Украине не будем, потому что мы не хотим быть участниками в этом конфликте, у нас денег нет. А вот в бюджете, оказывается, заложено 17 миллионов прямая финансовая помощь из Болгарии в Украине. Ну, 17 миллионов – это 20 евро с каждого болгарского пенсионера, черт возьми. Тебе как-то не стыдно? Ты это самое, это опять берега потерял. Так что гнев сейчас в Болгарии против этой власти, которая пронатовская, проевросоюзная, проамериканская, растет. Так, занимаемся чем можем. Не хочу говорить, что скоро будут вообще-то его свергать и так далее, но работаем над тем, чтобы это случилось. Так, следующий вопрос. Почему Зеленский едет на похороны Грэма, Петр интересуется, и его не видно на похоронах воинов ВСУ? Потому что он не едет на похороны Линдси Грэма, он едет, потому что туда его вызвали на ковер. А похороны Линдси Грэма – это единственный только повод. Потому что Линдси Грэм был парнем специфическим из этой республиканской, консервативной, традиционной партии, где мужчина – это мужчина, женщина – это женщина, и где не очень хорошо относились, скажем так, к нетрадиционной дезориентации. Он был, может быть, единственным, который не любил женщин до степени, что он любил единственный только мужиков в любых смыслах этого слова, что называется. Открытым таким специфическим он тоже был. Не будем называть, не будем дразнить YouTube по поводу некоторых этих самых. И это был человеком, который постоянно хотел нажимать педаль газа на ужесточение любых военных конфликтов, в том числе и на украинско-русского, и говорил, что это наши лучшие инвестиции. Там русские погибают и с той, и с другой стороны, пачками умирают, мы не тратимся нашими солдатами. Это лучшие инвестиции. Он даже тогда не скрывал, что считайте украинцев русскими, но внутренняя аудитория, это там у них это нормально, принято. Так что Зеленский едет туда просто потому, что его туда вызвали. А почему он не едет на похороны солдат ВСУ? Потому что он их презирает. Если кто-то в этом сомневается, посмотрите на процесс сначала, как ТЦК ловит этих людей, как бешеных собак. И посмотрите на процесс, когда где-то какая-то часть фронта, украинские солдаты зажаты в абсолютно безвыходной ситуации, и нужно обязательно дать команду на отход, потому что они погибнут ни за что. Невозможно их снабжать, невозможно их обеспечивать, невозможно их спасти. Такие команды не поступали ни разу. И люди там погибали, и в Бахмуте погибали, и в Авдеевке погибали, и в Попасной погибали, и в Солидаре погибали, и везде погибают, и в Угледаре погибают. Так что посмотрим, как будет с Ореховым. Думаю, что там будет то же самое. Зачем ему ходить на похороны людей, которые тут... Ему это как? Это зачем? Ну вообще. Очевидно ведь. Да, значит, Оксана, ваша фанатка. О, спасибо. Да, она постоянно вам пишет вопросы. Оксана пишет. Путин месяц назад дал ясно понять, что никакого воздушного перемирия для Украины не будет, когда Зеленский просил ограничить фронт 4 областями. Его заявление последних 2 дней необходимо воспринимать максимально серьезно, а вы уже 2 года упорно рассказываете о мыслях Путина о скором перемирии, и все ваши прогнозы неизменно проваливаются. Причина проста. Вы систематически игнорируете заявления первых лиц Кремля, отчего все ваши предположения оказываются мимо цели. Период, когда еще была, возможно, какая-то заморозка, остался в 2022 году. Ваша пропаганда следует неизбежному сезонному циклу. Весной одна риторика, летом другая, осенью предсказания холодной зимы, а зимой призывы потерпеть до весны. Это круговорот повторяется из года в год, не меняя сути. Как вообще можно говорить о каком-то переломе в воздухе, когда Зеленский уже 2-й раз молит о воздушном перемирии? Это я говорил о переломе воздуха. Слушайте, у меня ощущение, что доктор Джекиль
мистер Гайд. Доктор Джекиль, это один Пламен Пасков или это разные Пламен Пасков? Потому что то, что я только что услышал, я услышал впервые. Я никогда не знал, что я такое говорил. Я никогда не припоминал, что такое даже думал. И для меня это открытие, это новая реальность, это новая вселенная, это новая, не знаю, инфосфера, новая инфосфера. Чтоб какой-то Пламен Пасков такое говорил, слушайте, это открытие. Для меня в первую очередь, Так что, Оксана, спасибо, продолжайте. Мне будет очень любознательно. Доктор Джекиль, мистер Гайд. Доктор Джекиль, мистер Гайд. Вот так. Такой. Роберт Луис Стивенс. Это роман Роберта Луиса Стивенса, если кто-то не понимает. Лишь бы не доктор Шекель. А так... Лишь бы не доктор Шекель, да. Да, лишь бы не доктор Шекель. Так, Синяя Борода задает вопрос. Пламен, что вы скажете о китайских маневрах в Южно-Китайском море судами торгового флота, теневой флотилией? Или что вы скажете о новых тарифах и пошлинах Трампа на бразильское кофе, например? А также вражду Лулы да Сильвы с Трампом. Спасибо, всем добра. По поводу вражды Лула да Силва с Трампом ничего не скажу, потому что, честно говоря, единственное, что я знаю, наверное, на этом и основана вся так называемая вражда, это то, что Лула да Силва упек в тюрьме Жира Болсонару, который был почти личным другом Трампа, насколько с Трампом это вообще физически возможно, чтобы у него вообще были какие-то личные друзья. Если не личный друг, то это был настолько удобный для него и нужный для него президент, что он открыто и явно лоббировал за то, что Лула да Силва, оставь в покое Жира Болсонару, по возможности верните его к власти, потому что у вас там что-то не то и не так произошло в Бразилии, должен был выиграть Жир Болсонару, а вместо этого вы вообще-то его в тюрьму собираетесь упечь, уже упекли на самом деле. Так что это и есть единственная настоящая такая причина, которую я вижу. Может, конечно, я что-то не вижу. По поводу маневров китайцев в Южно-Китайском море, там маневры будут всегда, пока у Китая будут возможности проводить такие маневры, потому что там есть несколько ключевых акупунктурных точек, которые японцы называют острова Сенкаку, китайцы называют Цюша Циндао, каждый считает их своими, и эти скалы не имеют никакого значения с точки зрения туда как-то разместиться, построить базу и так далее, потому что они физически не хватают для этого. Но в этих, скажем так, шельфах под водой, которые там по британскому морскому праву распространяются, не помню, на около 200 километров или каких-то 160 миль, что-то там такое было. То есть вот эти недра, во-первых, им нужны, и, во-вторых, туда проходят абсолютно все главные логистические нитки Китая, через которые китайские танкеры потом выходят на внешний рынок. Если Китай не будет владеть, а будут владеть враги, либо не друзья Китая, для Китая это похоже на, не то что мягкое, может быть почти реальной морской блокадой внешней торговли, для них это смертельно опасно. Поэтому Китай там будет всегда проводить маневры для того, чтобы кто-нибудь другой не проводил эти маневры. Япония, например. Александра, все текущие действия Трампа – это лишь попытка выбить козыри из рук демократов, чем и объясняется внезапное миролюбие к Зеленскому. Западные глобалистские СМИ сформировали иллюзию победы Украины, поэтому сейчас Трамп в рамках своей предвыборной кампании лишен возможности даже критически высказываться в адрес Украины. Демократы моментально заклеймят агентом Красновым, препятствующим победе Киева. Ясно одно, никаких перемирий не будет, поскольку Россия на это не пойдет, а глобалистам не нужна победа Трампа в Конгрессе. Согласны ли вы с таким раскладом? Припоминается мне словосочетание, да даже похожий фильм был такой «Никогда не говори никогда». Так что, может, они не будут называть перемирием, но я продолжаю настаивать на то, что как минимум прекращение огня будет. Даже если это прекращение огня будет иметь оазисно-очаговым характером, это все равно будет. Раз. А во-вторых, Путин пойдет или не пойдет на перемирие, как это никогда не пойдет, когда он постоянно это предлагает, правда, выдвигает условия, которые удобны именно Кремлю и которые не выгодны и не допустимые для Киева, вернее, для 95-го квартала. Так что при определенных условиях эти точки все-таки их приближат. А приближение произойдет усилиями англосаксами обеих берегов Атлантики. Я думаю, что этот период уже близится как раз именно в этом году.
Посмотрим после 21 сентября, будет ли действительно мобилизация в России. Я лично считаю, что мобилизации бессмысленные и бестолковые в 26 году, в 23-м, 4-м и даже частью 25 года это имело смысл. Теперь это уже слишком поздно и смысла не имеет. Я разделяю полностью мнение Игоря Всеволодовича Гиркина, он же Игорь Иванович Стрелков. Он тоже так считает в силу абсолютно таких военных соображений, почему это бессмысленно. Но именно потому, что это бессмысленно, вполне вероятно, это сделают. Потому что было бессмысленно атаковать, нападать на Украину 24 февраля 2022 года именно так, как они это сделали. Если они сделали так, как это сделали в Крыму 18 по 21 марта 2014 года, это имело бы смысл. Но так, как они это сделали, это не имело никакого смысла. В этом плане я имею в виду, что мобилизация на территории России сейчас именно в таком ракурсе, тем более в таком количестве, не имеет смысла. Другое дело, что в 2027 году, как минимум, а может быть даже и к концу 26-го, они по-любому должны провести мобилизацию по той простой причине, что сейчас количество потерь слегка превышает количество законтрактованных, ну, не добровольцев, а, скажем так, контрактная армия. Так мы же не знаем количество потерь. Ну, по крайней мере, есть определенные цифры. Да, вы совершенно правы, что правду знают единицы, и мы оперируем с тем, что есть. Но для того, чтобы восполнить, поддерживать и сохранить некоторые количественные преимущества, им все равно придется провести какую-то мобилизацию как минимум в 300 тысяч, а может быть и 500 000 в 2027 году. Но чтобы провести такую мобилизацию сейчас, после 21 сентября, в таком количестве, для того, чтобы рвануть вперед не получится. Переходим в чат трансляции. Здесь тоже интересные вопросы. Вот такой, например, вопрос гостю от Деймура. Встреча Биби, Зе и Трампа – это попытка объединить две войны, и Трамп надеется таким образом отпетлять, соединив ЕС и Украину против Ирана? Спасибо. Подождите, еще раз, мне это сложновато как-то. Значит, Петляк. встреча, вот смотрите, он встречается с Нетаньяху, Зеленским, Трамп, да? Он пытается объединить две войны, иранскую и украинскую, и как бы соединив ЕС и Украину против Ирана? Думаю, нет. Хотя здесь очень интересно и очень важно, почему Трамп, который приготовил абсолютно все это войско свое, и который продолжает, кстати, пребывать в виде кораблей и всего остального, на пятницу напротив субботу большое такое нападение на Иран для того, чтобы принудить их к условиям, которые там были выдвинуты, не было сделано. Официальный мотив был, а у нас не хватает противоракет «Патриот». Они что, в последний момент узнали, что не хватает ракет «Патриот»? По-моему, это надуманное такое оправдание. На самом деле, скорее всего, причина другая. Я дерзну предположить, конечно, могу ошибиться, но... По-моему, Трамп сейчас специально играет волк. Ну, там, крича волк. Потому что иранцы сейчас ждали вот этого. А элемент сюрприза будет только если ты несколько раз скажешь, а вот сейчас мы нападем, потом не будешь нападать. И если повторишь это 3-4 раза, естественно, натянутый лук, там, грубо говоря, иранской защиты, иранской мобилизации, иранской готовности это встретить, будет ослабевать, потому что они всегда будут думать, что в следующий раз будет, ну, это несерьезно, этот человек на самом деле не нападет. И так несколько раз до того, как действительно напасть, для того, чтобы восстановить элемент некоторой неожиданности. Я думаю, что он играет в игре «Волк». Мне так кажется. Угу. Следующий вопрос. Вопрос, есть ли вероятность, что китайский искусственный интеллект тоже где-то обучается на войне в преддверии больших событий? А современный фронт – это действительно уже не война людей. Если да, где обучается? Спасибо за ответ. Ну, на самом деле, это действительно было бы логично предположить. Я слежу за, скажем так, китайскими, в том числе и военными роботизированными новшествами, искусственно-интеллектуальными. Там у них действительно есть такие очень впечатляющие, не знаю, назвать ли это успехами, либо результатами, потому что одно дело смотреть на демо-версию, другое дело запустить это в деле. Если китайцы пользуются каким-то искусственным военным интеллектом, то он должен быть на стороне России. Если этот искусственный интеллект работает хорошо, то мы должны увидеть военные успехи России. А эти военные успехи зависят прямиком от количества спутников, которые висит
над полем боя, потому что точность всех этих ударов и акупунктурность и хирургичность зависит именно от количества и от качества этих спутников. У России достаточного количества спутников нет. Собираются, конечно, запустить больше 100, но до 40 с чем-то тысяч, которые запустил Илон Маск для Старлинка, это, естественно, мягко говоря, как пешком до Луны. А у китайцев есть. Поэтому вполне вероятно, кстати, этот вопрос очень интересный, наверное, самый интересный на сегодняшний день, из тех, которые наши зрители задают. Вполне вероятно, китайцы либо готовят, либо уже запустили, но в таком случае ждем, нужно увидеть где-то как-то что-то из ряда вон до сих пор не виданное, как в качестве результатов российских военных действий. Если мы такое увидим, то это было бы и косвенным предположением, а может быть и доказательством того, что такой искусственный интеллект, либо российский, либо китайский, либо и российский, и китайский уже работает. Было бы интересно посмотреть. Так, значит, вопрос, Пламен. Вы в 2012 году брали интервью российского экономиста Хазина. Насколько сбылись его прогнозы, по вашему мнению? В 19-м. Не в 12-м, а в 19-м. В 19-м. Угу. Да, это он был в Болгарии тогда, и мы взяли не интервью, а 3 интервью, вернее, он был в большом зале, где я там помогал с переводами, там записывал, потом это фиксировал, потом он приходил в наш офис, отдельно записали то интервью, которое люди смотрели, и в 3-й раз он приезжал в другую болгарскую СМИ. Знаете, из его прогнозов, я думаю, что, наверное, у него один из самых больших коэффициентов, скажем так, что случилось, то, о чем он говорил. Он действительно провидец больших процессов, и даже если по каким-то конкретным месяцам, даже частям года он не всегда успевает попасть, это не потому, что он плохой прогностик, а это потому, что в этом уравнении есть слишком много неизвестных и слишком много людей, которые меняют и мнения, и действия свои, на базе которых мы делаем вот эти предположения. Так что у Михаила Леонидовича Хазина, я считаю, что следует подписаться, следует следить, следует вслушиваться внимательно в его рассуждениях. И никто не безгрешен, Ванга тоже была не безгрешна, но по коэффициенту полезного действия, по коэффициенту достоверности, из тех, которые я знаю, я за ними слежу, из русских титанов мышления, не побоюсь и этого слова, он один из действительно выдающихся. Вот так. Так, ну, мне так нравятся вопросы вот эти. Был ли Пламен у Ванги? Знаком ли Пламен с Филиппом Киркоровым? Ну, это как бы бриллианты наших вопросов в прямом эфире. К сожалению, нет. И 2-й раз нет. Ну, вот так, да, друзья. Значит, почему Зеленский и компания перестали стесняться и открыто декларируют блокаду Крыма, нанесение ударов по гражданской инфраструктуре, топливно-энергетическому комплексу, логистике в России, то есть объявляют целью гражданских, получается, задают вопрос? Ну, это, конечно, имеет достаточно болезненный такой эффект и по поводу быта обычных гражданинов России. Но идея нанести такой экономический урон России, чтобы вынудить ее либо снизить интенсивность, скажем так, атаки ударов на территорию Украины, либо принудить ее к миру, который нужен Киеву. Я не думаю, что это получится, но, с другой стороны, чисто с военной логической точки зрения, это правильно. Правильно еще раз, с военной точки зрения. Ты ослабеваешь противника везде, где ты можешь. Но еще раз, в украинском генштабе люди не дураки, люди опытные, люди, которые воюют уже 5-й год. Они прекрасно знают, как можно действительно вывести экономику России из рельсов в рамках меньше 1 месяца. Я бы скажу даже больше. В рамках меньше 10 дней можно вывести российскую экономику из колей и заставить ее окунуться в пучину тяжелой монетарной недостаточности и гиперинфляции. Они это сделать могут, но они это не делают. Они занимаются вот так. Ровно то же самое, как и Россия знает, где эти 33 точки входа и выхода Украины со странами НАТО, сухопутные, пока что работают только, мы сегодня обсуждали с вами более подробно, на Одесский порт, а они это вообще ничего не делают. То есть и та, и другая сторона может закончить, скажем так, сопротивительные экономические и другие там возможности и способности другой стороны в рамках меньше 1 месяца, в рамках 10-15 дней, но не делают.
А это означает, что внешние операторы не разрешают. Это не означает, что в Кремле и в Киеве одни дураки или слепые люди, либо не понимают. Им не дают. Сталин так бы и не воевал. Сталин такими ограничениями вообще-то даже слушать не стал бы. Ну, смотрите, тут же тоже такой момент. Вот они там могут в течение обрушить экономику. Сейчас, Я имею в виду эти послушайте, 4 ну давайте так, ну период точки можно уничтожить. период прошел этот. Все, Нет. да, все на каком-то, на Эти 4 каких-то, квартала не продолжают существовать. на каких-то старых щах все почему-то думают, что есть гегемонище или есть какая-то там. Иран все показал. Ну, вот он показал. Они сейчас опять покрутились и думают, а давайте экономически уничтожать Иран. Давайте. Они могут. А что вы 30 лет делали? В смысле, они могут? Ну, давайте. Нет, 30, 40 с чем-то уже. Давайте уничтожать экономически, давайте. Сейчас вот решили 21-й пакет санкций. А что такое? А что с ним? Газовозы мы не можем санкционировать, европейцы обсуждают, потому что сами останемся с голым задом. Завод в Ирландии сегодня писал Financial Times какой-то, да? Завод в Ирландии. Они не могут ввести санкции, потому что это зацепит их конкретное предприятие жизненно важное. И когда, просто, смотрите, просто когда вы говорите, что в течение там недели можно разрушить, порвать полностью Россию экономически, ну так а что будет? Обломками закидает Европу. Это все тоже понимают. Да. Получается, значит, не могут они порвать экономически. Иран порвали экономически. Они ни военным путем, ни экономическим не смогли одолеть по состоянию на момент нашего разговора. Получается, значит, не могут, раз боятся последствий. Да, с этим уговором раз боятся последствий, потому что последствия Украина не может воевать субъектным образом, потому что ВСО – это прокси ЧВК для этих западных, скажем так, партнеров, коалиции желающих, которые платят за вот это удовольствие, соответственно, они им пользуются, потому что это уже их удовольствие, ВСО. Они воюют за чужие деньги, они воюют чужим оружием, они идут чужие сухие пайки. Все там, и экономика, и существование администрации существует за чужие внешние деньги. Значит, Украина как государство уже не существует. Это уже протекторат, или либо, как это называется-то, подмандатная территория. Это даже не колония, это протекторат, либо подмандатная территория. Плюс ЧВК, которые воюют, как ему сказали. Но то, что эти точки уязвимости существуют, и та, и другая сторона их не уничтожает, потому что, как вы только что сказали, боятся последствиями, это потому, что им уже сказали, что туда так бить больше нельзя. Потому что это нам нужно. Потому что, когда вы говорите об Ирландии, я знаю, в Ирландии одна из самых больших, если хотите, ветеринарно-фармацевтическая компания, у них с фармацевтикой достаточно сильно. Вся фармацевтика в мире, наверное, никакой секрет для кого не открою, она лежит на нефти. На нефти, потому что нефтепродукты участвуют в создании процесса особенно инъективных медикаментов, и не только инъективных. То есть нефть – это от 10 до 70% составляющие там, в качестве дериватов для того, чтобы ты производил лекарства любого вида, любого толка, что инъективное, что таблетное, что мази, что все остальное. Поэтому без нефти это вопрос не только топлива, это вопрос не только пластика. Это вопрос, если хотите, фармацевтики. Будет ли нам чем лечиться, если хотите? Это не шутки. Значит, вопрос. Пламен, вам не кажется, что в Украине больше проблем с патриотами, готовыми за нее убирать, а не с патриотами? Вот такой вопрос от пользователя. Хорошая игра слов, хорошая. Честно говоря, понравилась. Ну, я думаю, что понятие патриота в России немножко такое искривленное. Настоящие патриоты Украины, по моему пониманию, это должны быть настоящие патриоты русского мира и Советского Союза. Потому что Украина – это часть большой России. Когда часть одного целого начинает воевать с другой частью того же самого целого, это не есть патриотизм.
это что-то другое, из ряда вон. Это не очень рациональное, это сатанинское, это бешенство, это раковая опухоль. Это раковая клетка начинает пожирать все остальные клетки около себя, расти, размножаться до того, как она убьет всего организма, соответственно, погибая вместе с этим. Вот это нерационально. Греческое слово «патриот» – это означает человек, который любит родину свою. А латинское слово «националист», «нацию» означает человек, который любит нацию, то бишь опять народа своего. И я считал, что болгарское слово «родолюбец» – это и есть правильное слово, которое нужно пользоваться вместо греческим «патриотом» и латинским националистом. Националист имеет очень остро отрицательную коннотацию не потому, что само слово такое изображает, а потому, что исторические события и пропагандная махина так сложилась. Так что, да, в Украине не хватает и патриоты, и патриоты. И то, и другое не хватает. А те, которые называют себя патриотами и убивают русских, и убивают себя русского, это не патриоты. Это люди тяжело раненые на всю голову. И, честно говоря, они вредны и для себя, и для своей семьи, и для окружения, и для народа своего. Такое бывает в каждом народе, но это обычно лечится. В конкретном случае, к сожалению, лечится вот таким не очень хорошим образом, без обезболивающих и без подсладителей. Лечится, но тяжело. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не офицеры, если не пьющие, единственное исключение – это я, выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует, и по ком звонит колокол, не по Эрнесту Гемингуэю, а колокольчик второй раз для всех, для того, чтобы получать уведомления о наших передачах. Всего вам доброго. Берегите себя. Всем добра и света.